Добрый день, я приветствую в нашей студии главного редактора информационно-аналитического агентства «Осетинское радио и телевидение» Олега Кудухова. И я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча станет первой в ряду сотрудничества между информационным агентством «Вестник Кавказа» и вашим аналитическим изданием. Разговор, как вы понимаете, сегодня пойдет по Южной Осетии, но вначале мне хотелось бы немножко поговорить о вашей второй ипостаси. Насколько я понимаю, вы являетесь одним из руководителей ассоциации осетинских организаций «Возрождение». И не могли бы рассказать нашим зрителям несколько слов о том, что представляет из себя эта ассоциация и какие задачи она перед собой ставит? Наша ассоциация объединяет общественные организации, которые находятся в разных странах и которые, в свою очередь, объединяют представителей осетинских диаспор, которые проживают в этих странах. В основном это страны Западной Европы, и, соответственно, Российской Федерации. Необходимость создания такой организации возникла, можно сказать, спонтанно. Это произошло после августовских всем известных событий 2008 года, когда мы поняли, что вот наша позиция осетинской стороны, позиция осетинской общественности, она плохо доходит, практически не доходит до общественности западной. И именно тогда вот спонтанно между представителями диаспор, которые общались вот на нашем сайте, на сайте Осетинского радио, возник контакт, и вот в результате этого контакта возникла, в свою очередь, идея, чтобы создать общественные организации, которые объединяют осетин в странах Западной Европы и России, и в дальнейшем создать некую ассоциацию, которая бы соответствующим образом проводила работу по донесению позиции осетинской стороны, по донесению позиции Южной Осетии, осетинской общественности до общественности западной. У нас издается газета на французском языке, в которой рассказывается о ситуации не только в Южной Осетии, в Осетии Северной, рассказывается о культуре осетинского народа, об истории осетинского народа, естественно, там есть политические материалы. И вот в дальнейшем мы планируем издавать еще журнал на английском и французском языках. Мы проводили разного рода акции, круглые столы, конференции в Западной Европе, вплоть до каких-то уличных акций. Последняя наша акция была в ноябре месяце, когда президент Грузии Саакашвили выступал перед европарламентариями. То есть мы постарались вот этой вот акцией показать, что есть еще и позиция осетинской общественности, позиция осетинского народа, и она противоречит той позиции, которую озвучивает на Западе президент Грузии Саакашвили. Насколько вообще на Западе имеет представление, допустим, в кругах политиков, интеллигенции о реальной ситуации вокруг Южной Осетии? Ваше субъективное ощущение? Сейчас ситуация несколько, конечно, изменилась, потому что не только вследствие нашей работы, конечно, мы достаточно скромно оцениваем свои возможности, но ситуация изменилась, хотя еще 2 года назад, в том же 2008 году, западная общественность практически ничего не знала о ситуации в Южной Осетии, кто на кого напал, каковы были истоки вот этого конфликта. Сейчас ситуация несколько меняется. Конечно, этому способствовала работа нескольких комиссий, которые занималась Южной Осетией, в частности, вот последняя комиссия, которая занималась вопросами без вести пропавших граждан Южной Осетии и граждан Южной Осетии, которые находятся в заключении в грузинских тюрьмах. До этого была комиссия Тольявини, которая однозначно сделала вывод, что
Грузия напала на Южную Осетию, а не Россия на Грузию, как это озвучивала грузинская сторона. То есть ситуация несколько меняется, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы тенденция была более такая активная. К сожалению, пока не так активно меняется ситуация. Но вот из вашего рассказа следует все равно, что идет связка Грузия, Южная Осетия, Россия. То есть Южную Осетию Запад узнает через призму августовского конфликта. Да, да. А насколько, допустим, хорошо на Западе знают историю, культуру, традиции вообще осетинского народа? Скорее всего, вот эти знания ограничиваются только знаниями специалистов, там, этнологов, узкого круга людей. Узкого круга людей. И вот именно для того, чтобы больше народа узнало там, о народе нашем, об истории нашего народа, в принципе, вот для этого наша ассоциация создавалась и работает. И вот те газеты и в будущем журналы, которые мы издаем и будем издавать, мы их рассылаем в разного рода организации, в университеты, в библиотеки, и надеюсь, что они дадут какую-то информацию, чтобы устранить пробелы. Да. Но у меня возникает ощущение, что и в самой России иногда Южную Осетию тоже воспринимает несколько однобоко, то есть такой узкий сегмент геополитика России на Южном Кавказе. А как можно сделать так, чтобы вот этот образ Южной Осетии для россиян, которые проживают, допустим, в Москве, в европейской части России, стал не таким размытым, а более четким, ясным и осознанным? Сложный вопрос, потому что мало информации. Очень мало информации. Конечно, много информации непосредственно было сразу после августовских событий. Но сейчас информации меньше. В основном она, конечно, такого негативного характера. Сейчас вот именно все публикации, которые я встречаю о Южной Осетии, они на 90% носят критический характер. И в этом смысле, конечно, проблема есть. Есть еще проблема. Сложно его характеризовать. То есть, допустим, мне могут задать вопрос, и часто задавали такой вопрос: Владикавказ — это Россия или не Россия? То есть достаточно большая часть общественности, она не осведомлена о всех деталях. О всех деталях, о географическом устройстве, о административном устройстве не только Закавказья, Южного Кавказа, но и Северного Кавказа. То есть, конечно, надо просто проводить более активную информационную политику. Вот я знаю, что этим занимаетесь вы. И надеюсь, что ваша работа, наша работа, как средство массовой информации, тоже, которая рассказывает непосредственно об Осетии, Северной и Южной, дадут какие-то свои плоды. Очень важное замечание ваше касательно того, что вообще южно-осетинская тема, она как бы часть вообще восприятия среднестатистическим россиянином темы Кавказа. Не в плане там хорошо-плохо, а в плане знаю-не знаю. Да. Но можно ли тут справиться только силами, допустим, информационных агентств? Не находите ли вы, что здесь есть необходимость вообще изменить отношение молодежи, допустим, по недавним событиям в Москве мы это тоже видим, к самому понятию Кавказ, кавказец, то есть без разделительных линий, свой-чужой, то есть чтобы воспринимались они именно как часть российского социума. Вот что можно сделать для этого, с вашей точки зрения? Какие шаги здесь необходимы? На самом деле это очень серьезная проблема, и последние события показали, что эта проблема существует. Для меня, допустим, исламский фундаменталист, который с помощью каких-то террористических актов, с помощью войны старается отделить Кавказ от России. И для меня русский националист, назовем его так, русский радикал, который
старается сделать ровно то же самое, то есть цели как у одних, так и у других совершенно одинаковые, то есть отделить Кавказ от России. И для меня и те, и другие являются врагами России. Мир меняется, население вокруг увеличивается, есть определенные проблемы демографического характера в Российской Федерации. И в России должны интегрировать там, те же кавказские народы, другие этносы. Ведь человек вот во втором поколении, человек, который родился там, другой национальности, человек во втором поколении уже становится фактически русским, то есть он воспитан на русской культуре, он учился в российских школах и, соответственно, уже воспринимает вот эту некую такую общероссийскую ментальность. И вот в этом плане надо работать.